Всем привет, меня зовут Константин, и это «Другая сторона». Об экзорцизме вы, наверное, слышали, и благодаря, скорее всего, фильмам ужасов. А что, если я вам скажу, что настоящие ритуалы экзорцизма были зафиксированы на камеру и по сей день вызывают очень много вопросов? Сегодня мы посмотрим ролики, на которых экзорцизм был заснят на камеру. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем. Демон внутри. Данный экзорцизм был снят на камеру в 2018 году. В этом ролике священник противостоит демону, который, как он утверждает, вселился в тело женщины. Давайте посмотрим видео. En el nombre de Jesús. Se va a tomar en el nombre de Jesús. Espíritu inmundo, por el poder del cielo. ¡Fuego de Dios te quema! El poder de Dios te lo manda. El fuego de Dios te quema. El poder de Dios te lo manda. El fuego de Dios te quema. El poder de Dios te lo manda. El poder de Dios te quema. El poder de Jesús. Sale toda inmundicia, todo daño. En el nombre de Jesús. Se va ahora a lugares secos y oscuros por la fuerza de Jesús. Sale ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Se va afuera. Por el poder de Dios. Sale ya. Te vas. Con el poder del cielo. Se rompe y se deshace todo mal. Se va toda inmundicia, toda atadura, toda ligadura. Sale ahora por el poder de Dios. Se aparta para no volver más. En el nombre de Jesús. Sale todo daño antiguo y se va. Todo aquello que haya venido para traerte daño, en el nombre de Jesús lo echo fuera ahora. No más inmundicia. Vos lo venciste. Vas a dar testimonio de eso porque vas a ser una persona especial. Amén. Gloria a Dios. Aplauda a su Jesús. Мы видим, как девушка кричит от боли, в то время как священник читает свои молитвы. К сожалению, история умалчивает о том, были ли какие-то демонические проявления у этой женщины, или она была просто больна. И таким образом, служители церкви, подумав, что внутри нее сидит демон, решили излечить ее. В конечном итоге, если судить по аплодисментам в конце, то у них все получилось и демон ушел. Или нет? Одержимая девушка. На этом видео несколько мужчин удерживают одержимую девушку. Можно увидеть, как она яростно пытается освободить свои руки и ноги. После этого ничего не остается, кроме как провести ритуал экзорцизма. Regresa a tu lugar. No puedes estar. No puedes estar en esta batalla. Graba. Graba eso. Dios te salve María, llena eres de gracia. Sale solo. 1, 2, 3. Стоит отметить, что в видео нет священников, а в кадре скорее есть только люди, похожие на медицинских работников. Поэтому непонятно, почему они решили провести именно ритуал изгнания. Кроме того, нет информации о том, получилось ли у них сделать задуманное.
Однако данный фрагмент очень популярен на просторах интернета. А если вы знаете, почему эти люди действуют именно так, то напишите в комментариях. Сильный демон. Как показывают следующие кадры экзорцизма, христиане не единственные, у кого может проявиться одержимость демоном. Здесь вы видите якобы одержимую женщину, которая дрожит под силой групповой молитвы. И все начинается с того, что раввин смотрит на девушку, стоя перед ней на коленях. Он некоторое время наблюдает за ней. Затем он встает и что-то говорит толпе. По его приказу они окружают одержимую женщину и начинают петь как единое целое. По мере нарастания громкости пения, женщина начинает биться в конвульсиях перед ними. Когда нам показывают толпу, то можно увидеть, что для этого экзорцизма собралось много раввинов. Этот факт говорит о том, что демон, который находится внутри женщины, должно быть очень сильный. В этот момент групповой экзорцизм, кажется, начинает работать. Они часто останавливают свое пение, чтобы посмотреть, полностью ли демон покинул тело женщины. Но когда они видят, что демон еще внутри, то они снова возобновляют свой ритуал. Женщина падает на пол и, как кажется, все еще находится в полном бреду. Но после этого видео резко обрывается. Таким образом, мы не знаем, был ли экзорцизм успешным или нет. Но к концу видео мы видим, как некоторые члены толпы улыбаются. Мексиканский демон. Теперь мы отправляемся в Мексику, чтобы посмотреть жуткое, но короткое видео, которое было записано в католической церкви. Здесь мы видим женщину, предположительно одержимую дьяволом. Давайте посмотрим видео, чтобы вы могли сами сделать свои выводы. No, yo estoy en las más altas esferas del infierno, sí. Что-что, а ее смех в конце ролика был как в лучших фильмах ужасов про изгнание дьявола. Кстати, в нашем телеграм-канале мы выкладываем интересные фильмы ужасов на ночь. Если вам интересна мистика, то обязательно подпишитесь. Ссылка будет в описании. Изгнание от папы. Многие считают, что данный ролик является самым явным доказательством того, что одержимость демонами существует. Папа Франциск предлагает свое благословение на площади Святого Петра в Риме. Когда он положил руки на человека, который, кстати, был чем-то обеспокоен, никто из людей рядом еще не знал, что папа был в нескольких шагах от публичного экзорцизма. Даже сам Франциск этого не знал. Человек в инвалидной коляске, 47-летний мексиканец, отец двоих детей. Он говорит, что он одержим еще с 1990 года. До сих пор 10 экзорцистов не смогли избавить его от демонов, хотя было более 30 попыток. Когда папа Франциск положил на него руки, то присмотритесь внимательно, и вы увидите, как лицо мужчины искривляется от боли, как будто демон закипает у него под кожей. Чем дольше папа держит на нем свои руки, тем более, наверное, демону неудобнее. И когда папа Римский отпустил его, то мужчина мгновенно успокаивается. Является ли это реально демонической силой, или же это просто самовнушение? Что бы ни случилось между ними, видимо, этого было недостаточно, чтобы положить конец всем проблемам мужчины. Бедняга утверждает, что его до сих пор преследуют злые духи. Некоторые говорят, что это видео служит доказательством того, что демоны и религия нереальны, и что мужчина сумасшедший, а не одержимый.
Другие, однако, настаивают на том, что это доказательство того, насколько могущественным и опасным может быть духовный мир. Если это реально, то тогда одно можно сказать наверняка, что мужчина, скорее всего, застрял со своими демонами навсегда. В конце концов, если сам папа не может от них избавиться, то кто еще может ему помочь? Отец Альфреда. Отец Альфреда – еще один из самых признанных итальянских священников в области экзорцизма. Сейчас мы посмотрим с вами видео, на котором он проводит свой обряд экзорцизма. Этот ролик транслировался на 4-м канале в Италии. Oh, tu all'inferno vai! Prende l'acqua, padre, prende l'acqua, l'acqua, prende l'acqua. Prende l'acqua, Sì, ci ho pensato, ma l'acqua, l'acqua, non ci ho pensato. l'acqua. Sta buona? Sta buona, forza? Ci avevo pensato, vai. Mamma. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù Cristo, Figlio di Padre eterno Padre, Dio universo, il tuo nome sia benedetto, che sia il Spirito Maria, è di Cristo, è di Cristo, è di Cristo. Ecco l'acqua del Signore. На этих кадрах видно, как священник проводит экзорцизм. В какой-то момент на видео видно, как девушка толкает священника, и тот падает на пол. Священник говорит, что для экзорцизма нужна особая сила, и что это похоже на избиение палкой. Только вместо палки у него святая вода и собственные руки. Также он рассказал, что дьявол хитрый, он пытается поговорить, чтобы снова напасть, и сравнивает этот процесс с боксерским поединком, когда боксеры бьют кулаками друг друга, а потом обнимаются, чтобы восстановить дыхание. Дьявол делает то же самое. Цитата. «Дьявол говорит, но я не обращаю на это внимания. Я продолжаю, никакой пощады. Я продолжаю делать удары». Это не последний на сегодня ролик, который показывался по центральному телевидению. Как вы считаете, стоит ли вообще такое показывать? Чудо от пастора. Следующая история произошла в 2017 году в местечке Чинандега, Никарагуа. Юная, 15-летняя девушка-подросток начала испытывать ряд неконтролируемых воздействий на свое тело, такие как внезапные резкие движения, крики, припадки. Семья решила обратиться к пастору. Он, в свою очередь, сразу понял, в чем дело, и провел с ней обряд экзорцизма. Теперь девочке лучше, но по ее словам, она не помнит ничего, что с ней происходило. В этой истории есть один момент. Почему они сразу обратились к пастору, а не доктору? Неужели у них не было другого выхода? Прямой эфир. Вот еще один ритуал, который показывался по телевидению в начале 90-х годов. При этом не в записи, а в прямом эфире. Канал ABC показывал экзорцизм в своем шоу 2020. В нем рассказывалось о девушке 16 лет, которая живет в Веллингтоне, штат Флорида. Она много раз была на лечении в психиатрических больницах, однако это не приносило результата. Как итог, каким-то образом, один врач увидел в ней демоническое присутствие, после чего было решено провести обряд экзорцизма. Однако предполагаемые демоны девушки не ушли без боя. Сначала священник и все люди рядом держат ее и настаивают на том, что она будет левитировать, если они ее отпустят. Грубое обращение, кажется, еще больше злит девушку. Но вскоре она успокаивается, чтобы кратко рассказать свою историю.
Как она говорит, 10 демонов по очереди контролируют ее каждый день. 2 демонов, которых она назвала, зовут Сион и Минго. Вскоре, после упоминания их по имени, ее одержимость набирает обороты. Итак, священник начинает обряд экзорцизма. Все вокруг молятся, пока предполагаемый демон внутри девушки говорит свои пророчества о войне и о разрушениях. Один из священников говорил, что в этот момент ощущал силу Бога, одновременно с силой зла. Словно сверхъестественные силы сражались друг с другом с целью выбрать победителя. Спустя время они закончили свой обряд, и уже через 2 месяца после выхода эпизода в эфир девушка рассказала, что сейчас чувствует себя намного лучше. Однако чем занимается девушка сейчас, неизвестно. На первый взгляд это выглядит так, как будто это может быть настоящий экзорцизм. Но не забывайте, это телевидение, которое может использовать проблемную девушку и ее семью для поднятия своих рейтингов. Нет никаких сомнений, что священник правда верит, что девушка одержима. И сама она не притворяется, но нет никакого способа доказать, что внутри нее был настоящий демон. Как в фильме. Данные кадры якобы из 70-х годов прошлого века. И как говорят, видео было найдено на чем-то чердаке в Айове. Здесь нет экзорцизма как такового, но я не могу не рассказать вам об этом видео. Сейчас вы увидите несколько шокирующих коротких роликов, а полная версия настолько жестокая, что я не могу вам ее показать здесь. Однако, если вы хотите полную версию, то напишите мне в комментариях об этом, и я выложу ее в наш телеграм-канал. Итак, видео начинается с того, что кто-то подходит к человеку, который чем-то одержим. Этот человек очень изможден и неподвижен. Он тяжело дышит и смотрит прямо перед собой. Внезапно дверь открывается сама по себе. Я не могу вам показать следующие кадры, но на них человек отрывает свои ногти один за другим. Мужчина смотрит в камеру, и сцена резко обрывается. Как видно, боль сделала его счастливым. Потому что в следующей сцене он сидит в постели, улыбается и смеется. После этого человек дико мечется и кричит, и вы не поверите, что он делает дальше. Он режет свои губы и шею лезвием бритвы. Данная сцена составляет большую часть видео, но, к сожалению, я не могу показать это здесь. В какой-то момент одержимый отрезает свои губы и смотрит прямо на камеру. А финальная сцена – это совсем ужас, что я даже не уверен, что могу об этом говорить. Очень надеюсь, что это все грим и спецэффекты. Если это так, то это очень убедительно и очень хорошо сделано. У данного ролика очень странная предыстория. И выглядит это видео так, как что-то из классики фильмов ужасов. Но, как всегда, реально это или нет, вы решаете сами. Экзорцизм Лары. Следующий случай одержимости произошел в 2015 году в Аргентине. Во время проведения экзорцизма мы видим, как Лаура корчится от боли и ее тело извивается. Она также выкрикивает несколько ненормативных слов и бьется головой об пол. Давайте посмотрим. Когда экзорцизм наконец заканчивается, она начинает плакать, а затем падает без сил. После она сказала, цитата, «Наконец-то я освободилась от всех демонов, которые мной владели». Быть может, она просто получила то, что хотела, и сработало самовнушение? Как вы считаете? Боб Ларсон. Боб Ларсон – это экзорцист, который путешествует по Америке, чтобы якобы избавить людей от их злых духов. Вот лишь одно из многих видео, показывающих преподобного в действии. Эта женщина утверждает, что сатана мучил ее с тех пор,
как ее сестра после того, как их мать скончалась, начала молиться демону о помощи. Она чередует разговор на разных языках и использует нецензурную брань, в то время, когда Боб Ларсон выполняет ритуал. В этом видео все относительно спокойно, но в другом случае все становится гораздо серьезнее. Во время другого экзорцизма Боб Ларсон сталкивается с демоном, который над ним издевается, а не оказывает какое-либо физическое сопротивление. Он кладет руку на лоб одержимой женщины и дает демону резкую команду уйти. Экзорцизм продолжается. Предполагаемый демон, похоже, теряет свою решимость. В конце концов он поддается и покидает тело женщины. Обновленная женщина обнимает преподобного, в то время как толпа подбадривает ее. Конечно, эти люди могли лгать, чтобы привлечь внимание. Или, может быть, у них имеются психические расстройства, которые заставляют их думать, что внутри них скрываются демоны. Кроме того, они могут быть актерами, которые работают на Боба Ларсона, чтобы он казался настоящим экзорцистом, хотя на самом деле он им не является. Очень трудно сказать, правда это или нет. А вы верите ему? Что там за стеной? В этом видео показан экзорцизм в церкви. Кадры были сняты через замочную скважину. И даже говорят, что церковь выступила перед публикой, объяснив, что данный ритуал был настоящим. Но никаких дополнительных подробностей они не сообщили. Сложно сказать что-то об этом видео, так как мы слышим только крики. А что на самом деле происходило там, решать только вам. Шипящая. Предысторию об этом видео я не нашел, либо ее просто нет. Однако мы видим, как мужчина совершает экзорцизм. В это время, как слышно и видно, женщина шипит на него. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. В конце видео женщина, кажется, успокаивается. Однако, чем это закончилось, история умалчивает. Демоны Терезы. Вы, наверное, слышали, кто такие Эд и Лоррейн Уоррены, которые являются известными экзорцистами сомнительной репутацией. Кстати, кто не слышал, о них сняли фильм «Заклятие». Фильм неплохой, можете посмотреть, если еще не видели. Итак, они проводили обряд экзорцизма в Японии. И пока они были там, с ними связались, чтобы провести буддийский экзорцизм над женщиной по имени Тереза. На видео показано, как Лоррейн пытается связаться с Терезой и заставить ее дать отпор демону.
который овладел ей. В ролике слышно, как демон отвечает Лоррейн нечеловеческим голосом. Стоит сказать, что это дело долгое время было скрыто от общественности. Если вы погуглите, вы вряд ли найдете какую-либо информацию о нем. Мы не знаем, был ли демон успешно изгнан. Но вот в чем дело. После этой поездки Эд сильно заболел, и его здоровье начало ухудшаться. Поэтому принято думать, девушка из этого ролика имела к этому какое-то отношение. Вернее, даже не сама девушка, а демон, который начал преследовать Эда. Сейчас отношение к Эду и Лоррейн неоднозначное. Хотя, безусловно, в те времена они были настоящими суперзвездами. А вы верите им? Вельзевул. Еще один случай, когда Лоррейн Уоррен и ее зять Тони Спира были приглашены для проведения обряда экзорцизма. Говорят, человек был одержим самим Вельзевулом. Имя Вельзевул часто ассоциируется с самим дьяволом. Он считается одним из 7 князей ада. Давайте посмотрим видео. This is the power, Jesus Christ. Okay? You hear me? What is your name? Jesus Christ commanded you to answer that question. What is your What name? is your name? You saying Beelzebub? Beelzebub? Is that what you're saying? Who else? What other entity is inside you? God is commanding you. Abaddon. Okay, who else? Why are you there with Roberto? Самый интересный момент, что в конце видео они спросили демона, почему он овладел этим человеком. И он ответил: сила. Пишите о том, что вы думаете об этом видео. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео из мира мистики. Также, если любите мистику, то подпишитесь обязательно на наш телеграм-канал. Всем спасибо за просмотр. Свидимся в новом ролике. Всем пока. Об экзорцизме вы, наверное, слышали. Но к концу видео мы видим, как некоторые члены толпы улыбаются.